Всем привет! Сегодня мы решили заняться переделкой гардеробной. То есть вот наша комната, она всего на 4 квадратных метра. Вот здесь у нас будет, значит, из таких штанг будет сделаны перекрытия, да, это подвешалки. Поверху у нас пойдут полки. С этой стороны у нас пойдут полки двухметровые, ширина 60 сантиметров, слева-справа зеркальные. Чуть-чуть ниже у нас пойдут по 40 сантиметров на 2 метра. Дальше по этой стене у нас мы планируем поставить комод. И сверху, наверное, где-то около 2 полок. Наверное, около 2 полок у нас будет вот от потолка. И вот до сих пор, наверное, будет 2 полки для каких-то вещей, которые не используются часто, которые будут, допустим, тот же сноуборд, там, новогодняя елка, игрушечные шары. То есть тот весь хлам, который лежит где-то на балконе, либо у нас под кроватью, да, так как у нас вот это место было занято тоже завалено хламом, и просто вещи хранились на каких-то самодельных металлических стояках. Вот сейчас мы хотим это все сделать более красиво, более удобно, практично, чтобы это нас радовало. Вот. И мы покажем, как это будет выглядеть. Вот. На первом этапе, что мы хотим сделать? Мы сейчас делаем разметку. Вот. У нас есть вот такие вот крепления. Вот. Это тройники. Это тройник, чтобы крепить вот эти штанги. У нас есть вот такие вот крепления к полу. Вот. Что касаемо стен, здесь у нас деревянная стена, перекрытие самодельное. Здесь у нас деревянная стена, здесь деревянная, здесь бетон. Здесь то же самое бетон. Думаю, что с крепежом проблем никаких не возникнет. Пол у нас, значит, это ламинат. Под ламинатом 50-я доска. В принципе, полу претензий нет, потому что особо здесь нагрузки никакой нести не будет. Вот, поехали. Значит, у нас какая проблема? Вот эту поперечную планку мы изначально не хотели ставить. Думали, просто будет прямая, да, и упор вниз. Но конструкция получилась немного слабовата, поэтому мы добавляем, так как нам крестовина позволяет, мы добавляем упор в стену. Вот так вот будет, что придаст конструкции более жесткие. Вот. То есть вот здесь вот крепится и здесь. Вот так вот мы сейчас обрезаем, у нас получится вот такая конструкция. Она будет более жесткая. Вот. И когда много вещей будет висеть, в принципе, она должна все выдержать. Вот. Пока так. Так, вот мы поставили еще один упор жесткости. Подходи ближе. Вот у нас поперечная труба прошла. Вот, теперь конструкция, в принципе, вся можно подтягиваться, как для балерин. Мост, этот сам, как называется, станок? Станок для балерин. Балерин? Балерин. Вот, здесь у нас все уровень. Вот, здесь все уровень у нас. Здесь то же самое у нас все по уровню. Нет. Практически, да? Вот потому что здесь вот. Вот так вот. Уровень. Здесь у нас то же самое уровень. Вот, и по этой штуке то же самое все по уровню. Вот. Такая же конструкция будет здесь, но здесь будет немножко по длинные вещи. Верхняя часть у нас будет слишком высокая, это для всяких шуб, для пальто, которые, да, длинные. Вот. И здесь у нас будет, получается, подразделяться на две. То есть здесь будут какие-то вещи висеть, какие-то куртки более такие узкие, короткие. Вот. Горизонт не заваливает. А здесь будет что-то подлиннее висеть. В общем так, у нас половина готова, вторая половина завтра, потому что время 12. Сверлим, соседи прибегут. Все, всем до завтра. Так, установили наши штанги. Вот, держится все прочно, нигде нет никаких люфтов. Вот, нам осталось теперь только
протянуть вот эти конструкции. Вот это, в принципе, готово. Если кому-то интересно, может каждый также у себя дома сделать. Сложного ничего нет. Вот сколько? Вчера 4 часа и сегодня с 12. Сейчас сколько у нас? 2, 3. Вот 7 часов. Вот это вот все готово. Поехали дальше. Так, разлинеяли мы вот здесь. Разметили под полочки. Мы полки вешаем вот на такие кронштейны. Это малые полочки. Вот, которая верхняя полка пойдет 60 большая. Она будет на большие кронштейны такого же формата, но побольше. Вот, значит, у нас пойдет вот здесь полка, здесь один ряд полок и второй ряд полок. Вот, здесь у нас пойдет, так как у нас большая конструкция гардеробной, у нас здесь пойдет всего одна полка. Вот, ну, пыль, сверление снимать не буду показывать, все и так понимают, как это выглядит. Поэтому включаемся после того, как повесим кронштейны. Так, ну что у нас получилось? У нас получилась следующая история. Вот, с чем мы столкнулись, да? Начали крутить, прикручивать кронштейны. Вот, чтобы у нас перфоратор не сверлил дырки, так как у нас мешаются вот эти дуги. Дуги пришлось демонтировать пока. Дальше следующая проблема. На шуруповерте вот такая битка, не хватает длины. То есть я не могу полностью завернуть, да, мешает. Сейчас нужно идти в магазин, покупать намного длиннее битку. Вот, я их сейчас просто наживил на все болты, как они будут стоять. Вот. Сейчас пойду куплю битку подлиннее и уже полностью закручу. Вот. Попозже мне приедет доставка с Leroy Merlin. Кстати, там самые дешевые комплектующие были. Это сами полки, вот эти дуги были гардеробные, вот эти были кронштейны. Это все я брал в Leroy Merlin, самый дешевый. Вот приедет доставка. Вот. И мне останется просто сверху накинуть полку, да, она уже порезанная, кстати, заказал там распил, они при мне все распилили, это очень дешево стоит. Я накидываю только полку, прикручиваю ее снизу маленькими саморезами, вот, так же самое вторую. Вот, здесь у меня попроще, здесь у меня стена деревянная, вот, сюда саморезы войдут, не нужно ничего сверлить, штробить. Вот эта стена у меня кирпич, там кирпич какая-то, штукатурка старая. Ну, в общем, хреновая стена, и поэтому у меня вроде бы начинаешь сверлить прямо, а бур уходит влево, вправо, вверх, вниз. Короче, такая история. Ну, посмотрим. Сейчас купим битку, закрутим их. Посмотрим, что будет дальше. Итак, друзья, всем привет. Ну, в общем, покажу, что получилось. Только закончили, крайний день. Вот. Начинаем, что у нас сверху получились вот такие полки. Вот большая, вот у меня там влезла один чехол для ружья, обувь какая-то. Вот вторая полка здесь тоже вот. Ну, мы сейчас только начинаем размещать, еще не все вещи разместили, но вещей, как казалось, все равно не хватает. Вот большая полка у нас, вот которая длинная самая, да, тоже вещи поместились. Вот что касаемо штанги, как получилось, вот штанга, да, вот висят брюки. То есть, видите, места еще очень много. То есть, у меня здесь еще лежат контейнеры. Вот здесь 2 ряда, здесь тоже еще будет контейнер стоять. Вот там вот, значит, у нас контейнеры из Икеи стоят. Тряпочные, да, вот 2 спальных мешка сюда влезло. Вот на этой стороне штанги тоже какие-то вещи у нас лазят. Вот, что касаемо высокой штанги, да, которая самая высокая у нас. Вот здесь какие-то платья жены висят, шубы.
висят то же самое. Сюда влазят еще контейнеры. Вот. Большие контейнеры, чемодан сюда влез. Вот такие контейнеры. Самый нижний ряд, да, который самый маленький у нас получилось с нашего крепления. Вот здесь у меня охотничьи вещи мои висят. Рыболовные всякие. Вот здесь куртки, свитера. То есть я, получается, разгрузил еще свой шкаф. Убрал всякие вот эти худи. Сюда убрал, сюда толстовки, олимпийки, пиджаки, жилетки какие-то, олимпийки, спортивные костюмы. Ну, то есть полноценно разгрузил свой шкаф, чтобы повесить можно было это все вот теперь сюда. Вот, то есть на второй полке у нас здесь, эта жена увлекается, швейная машина. То же самое икеевский контейнер. Тоже со всяким барахлом. Так, самый верхний этаж у нас, вот если видно, там подушки, одеяло, второй мой охотничий чехол и елка. Вот, там у нас лежит, получается, самая верхняя полка. Там лежит 2 сноуборда, один в чехле, другой без, ну еще какие-то тряпки. Значит, из вот этих вот эти 2 полки у нас они получились такие хлипкие, ну не особо прочные, да, там какие-то сумки стоят. Вот, какой-то коробок там с какой-то украшениями и так далее. Вот, ну, вот эту стойку я отсюда буду убирать, потому что она здесь не к месту. Вот, ее будем отсюда убирать совсем. Вот, сюда еще планирую поставить вот на вот это место, где у нас поставить комод, либо шкаф. Сейчас еще не придумали, как это будет выглядеть, но скорее всего это будет какой-то комод обычный. Может быть на 5, либо на 6 каких-то секций. Вот, ну по грудь, да, чтобы было удобно. Либо это будет просто шкаф под самый потолок. Сейчас покажу, вот, наверное, вот такой вот, да, с выдвижными, с открывающимися дверцами. Объясню почему. Потому что, ну, все равно пыль какая-то будет, да, чтобы дверцу открыл, какие-то вещи убрать, то может быть постельное белье, да, чтобы свой гардеробный шкаф разгрузить, который в комнате стоит. Вот. Что касаемо материалов, да, которые мы... Вот эта вся гардеробная у нас получается вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полок. 7 полок плюс распил у нас получилось 3500 рублей. Это вместе с доставкой, с подъемом на этаж. По вот этим штангам, вот одна штанга 2-метровая, считайте сами, стоит 175 рублей. У нас ушло 4, получается, 4 метровых штанги. Вот, то есть тоже не особо затратно. Плюс самое дорогое, что у нас получилось, это вот эти вот кронштейны. Вот, они по 350 рублей, это малые, и по 400 почти, это вот большие кронштейны, которые держат вот самую длинную полку. Вот за кронштейны получилось там в районе 5 или 6 тысяч рублей только за одни кронштейны, потому что их много. Вот эти кронштейны, они что-то в районе 150 рублей. Вот, ну я не советую, они непрактичные, они кривые какие-то, они, ну, то есть дерьмо. Я не советую такие кронштейны. То есть итог такой, что когда мы поехали в Икею и дали все данные по вот этой гардеробной, нам насчитали гардеробная Pax стоила 60 тысяч рублей, и гардеробная, которая металлическая, да, ставится направляющая, вставляется сюда ящики, 88 тысяч рублей. Вот. Да, понятно, это все красиво, это все практично, это все эстетично и так далее. Но так как мы хотели сэкономить, да, и у нас не было на данный момент 88 тысяч рублей, даже 60 не было, мы сэкономили, у нас вся вот эта гардеробная, все, что здесь сейчас есть, у нас получилось 14 тысяч рублей. Вот это полностью все считается. И доставка, и распил, и материалы. Вот все, что здесь было у нас потратилось 14 тысяч рублей. Вот. Ну вот, смотрите, еще раз вам покажу. Вот. Плюс, да, я не сказал еще трубы трубами, плюс вот эти вот крепления, вот эти тройники, они отдельно покупаются. А вот эти направляйки покупаю, крепежи тоже покупаются отдельно.
Вот, может быть, что-то упустил. Еще такой момент. Денег ушло нормально на дюбель гвозди. Вот эта стена у нас, как я уже говорил, она у нас там труха, там бетон, кирпич какой-то трухлявый. И здесь у нас получились дорогие дюбеля. То есть мы их несколько раз даже пересверлили, потому что хреновая стена, и постоянно приходилось покупать, ну, и вставлять, вытаскивать разные дюбеля. Это что касаемо вот этой стены и вот этой. Она тоже у нас хреновая. Эта стена деревянная, там все было без проблем. Ну, в общем, вот такая получилась гардеробная своими руками. Не прибегали ни к чьей помощи. Все сделали сами. На все про все у нас ушло ровно 2 дня. Я считаю, что мы оправдали средства, мы сделали все круто. Кому интересно, пишите комментарии, я подскажу, где что покупал. Ну, это, в принципе, Леруа Мерлен, любая, да, Санкт-Петербург, Москва, в таких городах еще есть. Это все продается. Это, кстати, самый дешевый магазин из всех, которых мы были. Он самый дешевый, потому что в Оби это все стоит почти в 2 раза дороже, в 1,5 раза дороже. В Максидоме это стоит тоже очень дорого. Леруа Мерлен самый дешевый магазин по вот этим всем штукам. Мы рынок мониторили, мы ездили в 3-4 магазина, мы проверяли цены, сравнивали, так что не ошибетесь. Ну, в общем, вот так вот получается. Места получилось очень много. Место получилось очень эргономичное, получилось у нас гардеробная. Можно еще что-то будет сюда ставить. Можно будет еще что-то сюда распределять. Может быть, мы эти коробки как-то еще будем двигать. Ну, в общем, посмотрим. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Всем спасибо. Всем удачи в ваших начинаниях. Пока.